Приветствую вас на канале Записки инвестора-любителя. Сегодня поговорим об изменениях моего портфеля за июль месяц. А, Так как Россия напала на Украину, Украина и украинцы нуждаются в вашей помощи. Ссылки на благотворительные организации в правом верхнем углу экрана. Итак, продаж в этом месяце по портфелю не было, и это нормально. То есть видим, что последнее, что я продавал, это Shell 2 месяца назад. Вот, то есть в этом плане я полностью как бы поддерживаю долгосрочное инвестирование. Вот. Покупки были дважды в этом месяце, то есть, ну, в прошлом и в этом, но там получилось так, что наложилось. А, В два захода я покупал Bank of America, то есть 30 числа я покупал, 30 июня я покупал 7 акций, и 29 июля я купил еще 11 акций. И в принципе, если цена будет позволять дальше, то, ну, то есть она не будет подниматься выше 35, то я буду дальше набирать Bank of America. Если поднимется, то есть другие компании, которые тоже хотелось бы добрать. Вот. Видим, что мои покупки, то есть я систематически сейчас покупаю Bank of America, то есть вот в прошлом месяце тоже покупал, вот, потому что ввиду поднятия ставок ФРС, да, то на ближайшие несколько лет, даже, ну, даже не на ближайших, наверное, 3-4 года, я думаю, банки будут в выигрышном положении, поэтому сейчас на них стоит обратить внимание. Так, и обзор моего портфеля на 30.07. Видим, что Bank of America вырос у меня на второе место по объему позиций, на первом PayPal. Продолжаю удержание, ничего не изменилось. То есть компанию считаю по-прежнему жутко недооцененной, вот, но пока позицию не буду сильно набирать, потому как и так она очень большая. Вот, а сейчас хочу сократить, ну как сократить, я хочу уменьшить количество компаний роста, не за счет продаж, а за счет покупки компаний, которые платят дивиденды. Вот, то есть они уменьшится объем компаний роста, вот, поэтому пока буду покупать немного другие бумаги ценные. И видим, что Bank of America на второе место вышла, на третьем месте Meta. Вот, пусть у нее вышел плохой отчет, ну как плохой, относительно плохой, будем так это говорить. Вот, все в пределах ожидания, то есть до тех пор, пока они не внедрят свою метавселенную, вот, они тратят очень много ресурсов на разработку, и это чистый убыток, чистый минус. То есть, если они введут эту платформу, которую они хотят, тогда она начнет окупаться со временем. А пока тратятся ресурсы, силы и деньги, вот, то у компании могут быть, ну, как бы не совсем радужные прогнозы в плане роста прибыли. Boston Beer пока без изменений, ждем отчета. Вот. Microsoft, ну, видим, что он немножко отрос. То есть, в принципе, если опустится, может быть, я буду докупать, если он там сходит в район 250. И если у меня на тот момент будут деньги на счету, то я с удовольствием докуплю еще. А TNT продолжаю удержание, дивидендный аристократ. Ну, вернее, он уже лишился титула дивидендного аристократа, но тем не менее платит стабильно дивиденды. Вот. И пока не планирую увеличивать позицию, но и продавать тоже пока не планирую. То есть Visa продолжаю удержание, с удовольствием бы докупил, если бы опустилась немножко. Тироу планирую набирать позицию, то есть это одна из бумаг, которую я хочу нарастить позицию, причем значительно. Warner Brothers Media. Пока на этом все. Продолжаю удержание. Возможно, если опустится к 13, то с удовольствием еще докуплю. Но пока на этом все. Intel. Как раз это вторая бумага, которой я хочу нарастить позицию. Вот, даже с учетом того, что у них вышел плохой отчет. Вот, тоже все в пределах ожидания.
То есть это как раз хорошее время. Я лично считаю, что это хорошее время, чтобы набирать позицию. Skyworks Solutions. И это третья компания, которую я хочу нарастить позицию. То есть как бы все у нее хорошо, вот считаю ее недооцененной, и было бы неплохо нарастить тоже. Apple продолжаю удержание без изменений, как бы не покупать, не продавать пока не собираюсь. American Airlines, ну, как я уже говорил, с этой бумагой я застрял надолго, вот, не дать не взять, как говорится, вот, пусть лежит, пока не удастся, ну, не появится шанс ее продать. Ford, видим, что он вырос в плюс, то есть если в прошлом месяце у меня было только одна компания в плюсе, это Apple, то сейчас видим, что Ford и Visa вышли в плюс. Вот. Ford пока не планирую его продавать, скорее всего таргет продаж в районе $20 и выше, то есть где-то в районе, ну я думаю 21, в зависимости от обстоятельств. Ну, пока продолжаю удержание. Interactive Brokers тоже продолжаю удержание без изменений. Ни холодно, ни жарко, как говорится, подарочные акции, просто приятно. Кейкорп, региональный банк, с прогнозами не фонтан, но платит стабильно дивиденды, немного недооценен, вот, но с будущим развитием все-таки хромает, у него немножко есть проблемы, вот, поэтому наращивать позицию вряд ли буду, ну и продавать тоже пока не собираюсь. Вот. Xinex это медицинское оборудование, компания. Пока ничего с этими акциями не буду делать, их слишком мало, то есть тут на $20, грубо говоря, бумаг, ни холодно, ни жарко. Ну и FTC Solar тоже из той же оперы, чистые венчуры, вот. Видим, что тут большой минус в процентах, а на самом деле я бумагу покупал за $7,5, а сейчас она стоит $5. Вот. Ну, если бы входить на большую сумму было, то это было бы большой риск. А так, в принципе, чисто для того, чтобы отслеживать бумагу удобно, но набирать позицию я бы не советовал, наверное, потому что компания жутко волатильная, жутко нестабильная. Вот. Так, если сравнить с июнем месяцем, июль месяц, то видим, что рост портфеля произошел на 3,5%. Это очень хорошо, да, то есть как бы портфель начал восстанавливаться. Вот. Продолжаем удержание, то есть без резких телодвижений, без, как говорится, каких-то жутких спекуляций. Спокойно, потихоньку наращиваю портфели и продолжаю, как говорится, удерживать бумаги. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот. Есть также в Твиттере, в Телеграме. На сайте Nanoms я недавно выложил калькулятор справедливой стоимости ценных бумаг. Его обзор и как им пользоваться будет в следующем видео. Но если интересно, он уже есть в доступе. Пожалуйста, заходите, смотрите. Все, увидимся на канале Записки инвестора-любителя. До встречи.